Привет, YouTube! Здравствуйте, господа и дамы! Вы на канале Genshin Tactics, и сегодня мы разберем тактику для прохождения обновившейся бездны 2.5. Как и в прошлый раз, буду показывать только 11 и 12 этаж. Если вам вдруг понадобится прохождение бездны для 9 или 10 этажа, пожалуйста, дайте мне знать об этом в комментариях. Хочу отметить основные нововведения в бездне. Это глубинные вишапы, а также золотой волчий вожак со своими бесконечными моментами неуязвимости, который, к слову сказать, заставил меня чуть ужаснуться и допустить мысль о покупке Нингуан в магазине Паймон за блеск, и начать ее прокачивать уже прямо сейчас. Если вы недавно на канале, то просто скажу, что у меня на аккаунте висит геопроклятие, и геоперсонажи мне не падают. Как-то в начале игры ко мне, видимо, по ошибке зашел Альбедо, который до сих пор не прокачан нормально, и на этом можно считать все. Наперед скажу, что в отличие от предыдущей бездны, на мой взгляд, новая бездна стала куда проще. Как и в прошлый раз, прохождение будет происходить не без испытаний для меня. Во-первых, я пойду на 12 этаж без гео, во-вторых, это будет без ретраев. В-третьих, я возьму Ганьюй, которую я еще не докачал, не доделал и почти не играл. Вооружил ее зеленым луком, так как других прокачанных луков у меня нет. В-четвертых, традиция проходить бездну без щитов все еще на месте. Под видео, как и в прошлый раз, я оставлю тайм-коды, если вам нужен какой-то определенный этаж или зал. Садитесь поудобнее, надеюсь, вам понравится. В первую команду я взял с собой Райден для третьего зала. Здесь нас ожидает Гидрочтец бездны. Желательно его бить Крио. Первое, что делаем, это убиваем его, чтобы он ушел в переходку и начал создавать свои щиты. И пока он одевает свои щиты, мы справляемся с магом бездны. Потом возвращаемся к нему и уже добиваем его. Разбиваем его щит и добиваем его. Конечно же, лучше делать это с Крио персонажами, потому что так мы его сможем заморозить и бить. Но у нас тут есть Беннет, Сянлин, Синцу где-то там был, который здесь не поможет, потому что он сам Гидра. Поэтому вся надежда на Беннета, Райден и Сянлин. Времени у нас тут много, поэтому особо и не спешим. И просто добиваем его. Вот почти уже добили, и будем переходить на следующий этаж. Ой, на следующий зал. Здесь моя старая команда с Розарией. Тоже по возможности стараемся сразу всех подбить и заморозить. Стараемся никого из них без внимания не оставлять, потому что потом они начинают выпускать свои щиты и вот эту вот магию. Вот сейчас на огненном хорошо это было видно, потому что его не добили. Так, теперь два вишипа. Замораживаем их вместе поближе друг к другу и стараемся ударить как можно сильнее. То есть у нас будет это делать Кутау. Они достаточно несложные, поэтому прохождение не будут возникать сложности. Да и времени здесь целых 5 минут. Гео это, конечно, хорошо.
Второй зал. Бафов хороших особо не подвезли. Берем мастерство стихий. И вот здесь вот очень будет эффективно пирокоманда против вот этих вот всех вот мороженых врагов. И вот раскастовываемся. И разбираем весь их огненный состав. Я чуть-чуть отошел от призраков, а потом подошел, когда они вместе собрались. Это дало мне прям вот нанести урон единый сразу по всем троим. Здесь так не получается пока что, потому что они разбрелись. Здесь стараемся играть мага бездны. В первую очередь, потому что потом он начнет запускать свои пузыри. Вот они, пузыри, кстати. Вот, нету мага бездны и нету пузырей. Теперь можно добивать оставшихся призраков. Тут прям огонь очень эффективен. Переходим в следующую половину. Барбара с эпосом бафает Розарию. Розария бафает остальных на крит шанс. И дальше включается Тау и всех разносит. Видите, тут сколько реакций, даже дендры реакции откуда-то здесь есть. Там вот чуть-чуть хп остался и отлетел подальше. Здесь можно было бы даже ульту Розарии использовать, но поберегу на следующую волну. Так, а вот и следующая волна. Опять же, приоритетная цель наш маг бездны. Потому что потом он будет создавать огненные горящие головы. Все. Теперь он без щита, его легче убить. Вот и все. Третий зал. Третий зал, и тут желательно бы поскорее. Ой, какие бафы странные. Ладно, пойдут. Тут у нас уже значительно меньше времени. И тут должна хорошо очень сыграть Райден. Как раз вот после этих, для этих вот электропёселей я ее и брал на этот этаж. Вот видите, как она против них хороша. Очень быстро. За полминуты или около того.
Я в первую очередь иду сначала на огненного, довожу его до состояния щитов, и пока он будет переходить на щиты, я переключусь на электро. Вот теперь можно электро бить, пока тот в неуязвимости, и моей целью будет больше приоритетней бить электро, потому что он откатывает навыки. Это очень неприятно. Если дамаг от пира я еще как-то переживу легко, то откат навык это очень неприятно. Так, ну, снял. Теперь сейчас оденем щиты и будем снимать щиты. Кутао прям хорошо сносит эти электрощиты его. Вот и все. Так, теперь надо разбивать вот этот цветок. Цветок от нашего пира. Чтеца. И теперь Барбара будет его добивать постепенно. Снимать его щиты. И мы можем считать, что мы прошли этот этаж. Все. Лишнее время даже было не особо и лишним. Переходим на 12 зал. На 12 этаж. Здесь электро собаки, и многие берут сюда Райден, но я взял националку Райден лучше во вторую половину, потому что вторая половина является более сложной. Вы сами это увидите. А с первой половиной и смогут справиться. Видите, я не очень хорошо играю за Ганьюй. Возможно, это как-то можно сделать попроще. Тем, кто давно играет, то это, естественно, будет проще играть за Ганьюй, чем мне. И еще в этой команде у меня нету никого, кто бы мог носить церемонию древней знати. О, как удачно оба замерзли, и это хороший шанс побить. Я немного больше времени потрачу на этом этаже, но за счет второй команды я чуть-чуть отыграюсь и как-то сравняю время. Чуть прям осталось добить. Не умер. И теперь умер. А теперь будет одновременно и посложнее, и попроще. Попроще то, что у нас здесь команда получше. А посложнее, потому что здесь мобы более вредные. Вот видите, как мы первую волну быстро развалили. Теперь осталось вот этих вот двух последних развалить. И они очень толстые. В них надо очень много урона вливать. Желательно делать это им одновременно, но они разбираются постоянно в разные части. И используя баф, новый баф бездны, электро плюс гидра, нам удается их дамажить быстрее. Так, один есть, последний остался. И он уже почти добит. Все, справились.
переходим на следующий зал. На второй зал. Возьмем, я думаю, мастерство стихий. Эти роботы, их достаточно легко и просто победить, поэтому этот этаж стараемся выбить как можно скорее, но следующий этаж, он гораздо более рандомный. Конечно, я долго здесь вожусь, но можно было бы гораздо быстрее здесь справиться. Учитывая то, что я еще и без гео иду. Это все можно было бы закончить за полминуты, но команда еще не наиграна. А теперь наша националка, но все без ульт. Все вот абсолютно без ульт. Не подкопили. Придется сейчас накапливать. Вот тут ждем, пока он спустится. Вот вроде спускается. Спускаешься, нет? Ну когда ж ты там спустишься? Вот теперь он начнет спускаться. И теперь его можно бить. Раскастовываемся. Используем все, что у нас есть. Ну, желтый. Вот он удачно снова сел, и теперь мы можем его подбить. Еще раз раскастовываемся, пока он не встал. Таким образом, без гео мы его победили. Он даже не перешел свою переходку. Следующий зал, последний. Тоже ничего особо интересного нет, но, скорее всего, я думаю, возьму я защиту 30%. Хотя бы хоть чуть-чуть Хоть чуть-чуть пускай будет, почему бы нет. С этими роботами мы уже очень хорошо знакомы, поэтому особой тактики нет. Просто вот вместе их собираем и уничтожаем. Вот они вместе собрались. И как раз очень удобно, их можно вместе добить. Они друг к другу телепортируются, вот эти вот двое, те, что по краям, они телепортируются к вот этой вот медузе. Все. И теперь самая последняя половина самого последнего зала. Мы готовы начинать. Здесь очень важно сказать то, что надо их бить по возможности одновременно. Также стоит учитывать, что вот этот вот электрический, он забирает у нас ульты, забирает у нас энергию для ульт. Стараемся по возможности их слить вместе. У них есть вот такая вот переходка. И от этих вот желательно увернуться как можно скорее, потому что они наносят очень много урона. Так, можно считать, увернулись. Теперь раскастовываемся. Если вы не убьете их одновременно, то второй оживет. Я даже для примера покажу, как это происходит. Вот сейчас вы видите, я убил ледяного. И
переключаюсь, чтобы бить электричество, но вот видите сами, что ледяной вновь восстал, и теперь вот надо тоже добивать. Я это сделал, потому что у меня много времени, но вы так не делайте. Старайтесь обоих одновременно убить. Ну и все. Последний. Вы видели, что несмотря на все мои ошибки, у меня все еще осталось полно свободного времени. Вы дошли до самого дна Витой бездны, пожалуй, ваш успех потрясет и звезды, и бездну. И самое главное, самое главное, надо не забыть собрать наши награды. В заключение скажу, что новая бездна, возможно, неплохой шанс впервые закрыть ее на 36 звезд. Вы сами видели, сколько времени в запасе у меня оставалось, несмотря на допущенные мною ошибки. Спасибо тем, кто смотрел, кто досмотрел до этого момента. Если видео вам понравилось или было полезным, поставьте лайк. Напишите в комментариях, кем вы проходили новую бездну и сколько удалось собрать звезд. И не забудьте подписаться на канал, это поможет вам в прохождении игрового контента.